Всем привет! Совсем недавно в Инстаграме я выложила фотографии вот этого узора. И вы часто стали мне присылать сообщения, что же это за узор и как его вязать. Поэтому я решила, что он заслуживает отдельного мастер-класса. В данный момент я вяжу топ-майку, вот такой летний топ. Огромным преимуществом узора является то, что это резинка. Он хорошо тянется, и нам не нужно делать каких-то сложных выточек под грудь, потому что все и так идеально сядет по фигуре. Но не только летние топы можно вязать. Здесь я вяжу такую легкую кофточку, джемперок с рукавом летучая мышь. Но вообще можно вязать не только из тонкого хлопка, как у меня. Можно взять любую, более теплую, более толстую пряжу. Расход на узор очень небольшой. Он получается такой нежный, легкий. И само изделие в итоге получается очень нежное, неплотное. Посмотрите, вот так он выглядит вблизи. Очень красивый, очень удобный, а самое главное, легко вяжется. Это лицевая сторона нашего узора. Но изнаночная сторона тоже заслуживает внимания. Вот она, посмотрите. Более объемная, но не менее интересная. Такие у нас объемные полосы появляются. Поэтому данный узор можно использовать как с лицевой стороны, так и с изнаночной. Обе стороны заслуживают своего внимания. В таком варианте можно связать как водолазку, так и платье-резинку. Посмотрите, какая красота! Итак, давайте уже приступим к вязанию. Я вяжу из тонкого хлопка, а вы можете взять любую пряжу. Вначале делаем первую рабочую петлю. Затем набираем цепочку из нечетного количества петель. Я думаю, вы заметили, что вязание получается поперечным, поэтому замеряем нужную длину и набираем цепочку из воздушных петель необходимой длины. Главное, чтобы число было нечетным. Но сейчас я вяжу образец, чтобы вам показать, у меня будет 27 воздушных петель. Вот цепочка у меня готова. Теперь в первую петлю мы ничего не вяжем, а вяжем во вторую. Я ее вот так обозначила, выделила. Набираем 2 воздушные петли подъема. 1, 2. И получается, начинаем вязание с 4 петли от крючка. Делаем накид, заводим крючок в 4 петлю и протягиваем нить. На крючке 3 петли, из них делаем одну. Это называется полустолбик с накидом. Накид, заводим крючок в следующую петлю, захватываем нить, на крючке 3 петли, из них делаем одну. В общем, первый ряд весь нам нужно связать из полустолбиков с одним накидом. Можно вот так провязывать тоже, достаточно удобный вариант. Посмотрите, накид, заводим крючок в петлю, захватываем нить, затем из 2 первых петель делаем одну, а потом уже дальше протягиваем крючок. В общем, разницы нету. Посмотрите, как вам удобнее. Из 3 петель делаем одну или вот так в 2 действия. В каждую петлю цепочки заводим крючок и провязываем полустолбик с одним накидом. Накид, захватываем нить, из 3 петель делаем одну. Накид, захватываем нить, из 3 петель делаем одну. Ну и вот что у нас с вами получается. Довяжите первый ряд до конца и приступаем к вязанию второго ряда. Здесь у нас будут еще воздушные петли. В начале ряда
делаем 2 воздушные петли подъема, 1, 2, а затем дополнительную 1 воздушную петельку. Вот она. Теперь посмотрите, в вершинке первого столбика у нас 2 воздушные петли подъема, в вершинке второго дополнительная воздушная петля, поэтому будем вязать вершинку третьего столбика, но за заднюю стенку. Накид, заводим крючок в вершинку третьего столбика за заднюю стенку и провязываем снова полустолбик с накидом. Вот он. После него обязательно воздушную петлю. Накид, отсчитываем 1, 2, заводим крючок во вторую петлю за заднюю стенку и провязываем полустолбик с накидом. Воздушная петелька. Накид, 1, 2, заводим крючок, провязываем полустолбик с накидом. Воздушная петля. Накид, 1, 2, провязываем полустолбик с накидом, воздушные петли. Ну и так вяжем весь ряд. Этот ряд отличается от предыдущего только тем, что у нас после каждого полустолбика есть воздушные петли. А за счет того, что мы всегда будем вязать именно за заднюю стенку, у нас получается узор резинка. Накид, 1, 2, заводим крючок в вершинку второго столбика, провязываем полустолбик с накидом, воздушные петли. 1, 2, всегда вяжем за заднюю стенку, провязываем полустолбик с накидом, воздушная петля. 1, 2, воздушная петля. 1, 2, провязываем полустолбик с накидом, воздушные петли. И довязываем так ряд до конца. Заводим крючок за заднюю стенку, провязываем полустолбик с накидом, воздушные петли. И теперь во вторую петлю подъема провязываем крайний полустолбик. Вот наш второй ряд готов. Надеюсь, что вам понятно, как его вязать. И мы можем приступить к вязанию третьего ряда. В начале ряда делаем 2 воздушные петли подъема. Поворачиваем вязание и будем вязать в каждую петлю полустолбик с накидом. В вершинке первого столбика у нас 2 воздушные петли подъема, поэтому заводим крючок в воздушную петлю предыдущего ряда и провязываем там полустолбик с накидом. Заводим крючок в следующую петлю, провязываем, заводим крючок в воздушную петлю, провязываем полустолбик, заводим крючок в следующую петлю, провязываем полустолбик с накидом. В целом в этом ряду вяжем в каждую петлю за заднюю стенку по одному полустолбику с накидом. Вот такой очень простой ряд, как и в принципе весь узор. Выглядит он интересно, а вяжется очень просто. Накид, заводим крючок за заднюю стенку и провязываем полустолбик с накидом. Сначала воздушную петлю, затем вершинку полустолбика предыдущего ряда, воздушную петлю и вершинку полустолбика предыдущего ряда. Очень важно тут никакую петельку не пропустить, чтобы все было ровно и аккуратно. Довязываем этот ряд до конца. Как его закончить, я обязательно покажу, потому что тут есть небольшой нюанс.
Поэтому вместе с вами обязательно провяжем. Итак, я почти довязала ряд, провязала вершинку столбика, полустолбика. Теперь у меня тут дальше идет воздушная петелька после полустолбика и 2 воздушные петли подъема. Вот сначала вяжем один полустолбик в воздушную петельку, а второй полустолбик во вторую воздушную петлю подъема. Вот это очень важно, чтобы у нас количество полустолбиков в рядах сохранялось. Видите? Там, где воздушная петля, провязали полустолбик, и во вторую воздушную петлю подъема тоже провязали полустолбик. Вяжем новый ряд. 2 воздушные петли подъема вместо первого полустолбика и еще одну воздушную петлю. В вершинке первого полустолбика мы связали 2 воздушные петли. В вершинке второго полустолбика у нас воздушная петелька. Заводим крючок в вершинку третьего полустолбика. 1, 2, 3. Вот он. И уже с этой вершинки начинаем вязать полустолбик с накидом. Вот они. Все прямо вяжутся, без каких-либо смещений. Обязательно за этим следите. Полустолбик с накидом провязали, сделали воздушную петлю. Накид. 1, 2. Во вторую петлю за заднюю стенку провязываем полустолбик с накидом, воздушную петельку. 1, 2. Во вторую петлю провязываем полустолбик с накидом, воздушная петля. 1, 2. Во вторую петлю провязываем полустолбик с накидом, воздушную петельку. И так далее. В общем, этот ряд точно такой же, как и второй. Главное, следите, чтобы у вас полустолбики не смещались, а вот так было все ровненько. Вот вы видите, получается уже небольшая резинка. И сейчас мы вяжем изнаночную сторону. Лицевая сторона узора смотрится по первому ряду. Довязав до конца, я провязала полустолбик и воздушную петлю. Одну петлю мы пропускаем, заводим крючок во вторую воздушную петлю подъема и провязываем крайний полустолбик с накидом. Вот такой узор. Очень-очень все просто. Так, посмотрите. Это изнаночная сторона. По ряду из полустолбиков смотрим. 2 воздушные петли подъема для нового ряда. Делаем накид и, начиная с воздушной петли предыдущего ряда, провязываем в каждую петлю по одному столбику, по одному полустолбику с одним накидом в каждую петлю. Сейчас мы вяжем лицевой ряд. Так. Я надеюсь, тут понятно, как вяжется. Посмотрите. И как сами полустолбики с накидом вяжутся, вы тоже поняли. Когда провяжете несколько рядов, уже эффект резинки будет намного сильнее. Вот, посмотрите, какое полотно получается. Я тут вязала из пряжи пеликан, очень тоненькая пряжа, нежная, но мне прям интересно связать из пряжи потолще. Такой джемперок на осень. Ну вот и все. Спасибо, что вязали вместе со мной. Пишите в комментариях, что бы вы еще хотели связать, и мы обязательно это свяжем. Увидимся с вами в новых видео. Пока-пока!